Валя Котик. Слова, почему бы не перейти к пуантилизму и гиперреализму? Валя Котик, кому перейти, вам или мне? Ну, допустим, мне. Я иду, например, по тротуару. Ну, слева там, например, машины ездят, дорога. И вдруг я перехожу улицу, как курица. Вот начинает, едешь на машине, курица, обязательно и перед колесами надо перейти дорогу. Зачем? Я иду по тротуару. У меня есть какое-то направление, свой путь, свои идеи. Куда мне нужно прийти? Нет, нужно куда-то на другую сторону улицы перейти. Зачем? Мне хорошо на этой стороне. У нас с вами, Валя Котик, очень огромное преимущество, огромная база сзади, за спиной пуантилистов, гиперреалистов, гипернереалистов, всяких истов, неистовых просто художников. У них надо учиться всему. Если тянет в пуантилизм, ну, потыкайте точки на этом самом, на холсте. Почему бы нет? Чтобы почувствовать цвет, почувствовать этот стиль. Если нравится рисовать поры, например, прыщи, там, ну поделайте эту гиперреализму. И делая, мы решаем, переходить нам туда, не переходить, пить этот кофе или просто чаем довольствоваться, просто водичкой. Я знаю таких людей, которые даже чай не пьют, водичку. Я пью чай. Кофе не очень. Ну вот, кстати, и ответ. Не нравится мне, например, кофе. Ну, чего мне на него переходить, на этот пуантилизм? В качестве изучения почувствовать, да, можно. Сергей Л. Хочу пригласить натурщицу домой, но, боюсь, жена не одобрит. А вы скажите натурщице, что вы будете вдвоем рисовать. И жене скажите, что пригласите кого-нибудь, друга художника, ну, если есть. Ну, чтобы не было никаких у нее треволнений. Ну, покажите, в конце концов, какие-то образцы мирового искусства, где модели позируют, где художник проявляет себя, работая над различными образами. И если жена увидит, что это серьезно, что вы занимаетесь искусством, а не просто подглядываете в замочную скважину за красотками, то, может быть, удастся договориться. Ну, либо просто ходите куда-то на сторону, рисовать. Всегда же есть художники, с которыми можно объединиться и пригласить модель. Если вы в городе живете, даже в небольшом, есть какие-то такие сообщества. Надо просто найти, возможно, помещение или у кого-то, у кого жена не будет против собираться и писать. Потому что у художника должен быть выход эмоций. Если хочется писать, я не знаю, Данаю, например, такой образ мощный, и он сидит в тебе там годы и годы, время идет, и ты не реализуешь из-за того, что жена не одобрит. Так и не будет этой Данаи новой 2.0. А посмотрите, Сергей, фильм называется «Натурщица и художник». Он по мотивам жизни и творческих устремлениях Майоля, скульптора великого. Там он черно-белый, там Рашфор играет, недавно почивший. Он на меня очень сильное впечатление произвел. Он начинается с того, что жена скульптора, заметив на рынке девушку красивую, которая явно нуждается в работе, жилье, сама приглашает ее в дом, находит натурщицу для своего мужа, скульптора. Фильм очень глубокий, многоплановый. Посмотрите его вместе с женой. Может быть, какое-то решение найдется. Сейчас тяжелое время для всех по-разному. И, может быть, оно нам свыше дано, вот эти задачи, чтобы мы научились любить друг друга, уважать, трепетно относиться к каждому мгновению, проведенному с любимым человеком. Очень многие теряют близких, и это момент, когда
мы острейшим образом понимаем, как же дороги эти минуты, проведенные вместе в простой, обычной жизни. Как же они дороги. Ценность их мы понимаем, когда этого нет. Не дай Бог, когда человек исчезает совсем. У меня были такие переживания, я помню свое состояние, когда я увидел, как капает дождь, как капли сосулек падают на землю и бегут ручьи. Описать это невозможно. Ценность этого люди идут вокруг, живые. Ценность этого переживания настолько глубока, настолько остра, когда ты чувствуешь, что ты жив, что ты видишь просто лужи на снегу, вот между льдинками струится вода. Это невозможно описать. Передать ценность этого невозможно. Главное мне представляется не озлобиться, найти в себе силы быть человеком без ненависти. Опять пришел меня лечить мой дружок. Ну что, сюда? Попробуем. Ненавидеть мы уже умеем. Попробуем по-другому. Да, мой дружок? Лилия Килимнюк. Слава, большое спасибо за ваши эфиры. Они очень полезны. И голос доброго сказочника вводит меня в состояние умиротворения и спокойствия на фоне всех тяжелых новостей. И еще, вы очень меня мотивируете на живопись. Мне всегда очень трудно начать, так как нет мастерской, а в квартире не очень удобно. Ну, я в квартире сделал мастерскую. Места мало, а после ваших эфиров всегда хочется сразу взять кисть. Очень вам благодарна, спасибо большое за ваши слова. Так, ты тут что-то нажимаешь уже, у меня буквы пошли. Да вы знаете, какой-то художник-импрессионист, я помню, он говорит, вы знаете, почему у меня маленькие холсты? Почему очень известно, не вспоминаю пока кто. Потому что у меня места мало, он всегда писал небольшие работы. Какой-то очень такой, ну подскажите, кто знает, о ком речь. Ну вот сейчас я был буквально там несколько дней назад на выставке Врубеля. Да, огромные масштабные работы, но в какой-то момент подходишь вот к такусенькой акварели, и все, конец света. Ну как это сделано? И получается, что формат не имеет значения, потому что сила творчества, красоты вот от этого формата, от того, что и как это сделано, так сильны, что огромные работы по сравнению с этой небольшой работой где-то на заднем плане, ну, по крайней мере, они также масштабны по силе воздействия, вот эти малышки, как и огромные 3-метровые, 5-метровые там шедевры. Как-то один коллекционер, который покупает у меня работы, говорит, ну это же маленькая работа, почему у нее такая цена? Ну там большая, типа, да? Хотя и не очень была большая. Ну, поменьше, чем у большой. Я отвечаю, ну а бриллиант разве? Он вообще крохотулечка. А стоимость его даже больше. Смотрите, отношение к живописи может быть разным. И получается, что формат не имеет значения. А имеет значение, как это сделано и что там. Камея, тоже малышка. А ценность велика есть. Так что давайте заниматься искусством. Напомню, что я собираю семинар на майские праздники. Я очень надеюсь, уверен, что он состоится. Так что вы записывайтесь на всякий случай. Даже если есть сомнения, это будет в Гурзуфе 2 семинара, 2 группы, с 1 по 5 и с 7 по 11 мая. Будем писать Галицинию, несмотря ни на что. Так что присылайте свои заявки на WhatsApp. Будем прорываться вместе в мир сказочной красоты. Будем спасать мир. И еще, выставка в Москве работает до 17 марта. Приходите. Нужно только записаться по телефону на посещение, и вас там встретят. Акция для женщин, ну и для всех в честь Дня праздника весны продолжается.
Сегодня, наверное, последний день, когда можно из-за рубежа сделать проплаты за уроки в онлайн-школе. Потом платежные системы будут недоступны, так что предлагаю поспешить. Ситуация сложнейшая. У кого не склеились руки, не упали плечи. Через силу нужно заставлять себя что-то делать. Если это искусство, то оно просто вытаскивает нас из состояния депрессии, апатии. Кроме нас никто нам не поможет. Давайте сами себя вытаскивать из этого ада. Ну да, будешь кусать меня еще, да? 41 урок посвящен живописи темперой обнаженной сидящей фигуры в профиль. Несложная по рисунку тема, но возьмите, пожалуйста, те, кто смотрит уроки, карандаш для того, чтобы вместе со мной изучить структуру этой фигуры, ее конструкцию. И только потом, когда вы убедитесь, что пропорции соблюдены, что все на своем месте, вы можете взяться за кисть и проработать нечто подобное темперой или гуашью. Есть определенные тонкости построения, конструктивного построения фигуры, об этом в уроке. И есть тонкости освещения модели. Общий заполняющий свет холодноватый, а по цветам теплый. Так и нужно писать ее целостно. Один план заполняющий, как бы боковую часть, холодновато, разделить все на холодный и теплый свет. Интенсивность холодного и в тоне, и в цвете можно варьировать. Также можно варьировать и интенсивность, насыщенность теплого цвета. Разделение на тепло и холод, когда вы пишете модель, когда ставите свет, очень помогает решению творческих задач. Надеюсь, что этот урок вам будет полезен.